Признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил сюда меня, на собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором, уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей. Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснений по некоторым вопросам в избирательной кампании. Какое разъяснение? По каким вопросам? Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. В известных обращениях партии большевиков, комсомола, Центрального совета профессиональных союзов рабочих служащих, устав Яхима, комитета физкультурников и физкультурников. Что еще можно прибавить этим разъяснениям? Конечно, можно было бы сказать и такую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране. Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех у нас, у большевиков, как говорится, от работ полон рот? Я думаю, что не стоит. Ясно, что при таких условиях хорошие речи не скажешь. И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать хотя бы кое-что. Прежде всего, я хотел бы выразить, принести благодарность. Благодарность избирателям за доверие, которое они оказали. Я выставлен кандидатом в депутаты. Избирательная комиссия Сталинского округа Советской столицы зарегистрировала меня как кандидата в депутаты. Это, товарищи, большое доверие. Разрешите принести мою глубокую большевистскую благодарность. За то доверие, которое вы оказали партии большевиков, членом которой я состою, и лично мне, как представитель этой. Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, возлагает на меня новую дополнительную обязанность. И стало быть, новую дополнительную ответственность. Что же? У нас, у большевиков, не принято отказываться от ответственности. Я ее принимаю с охотой.
хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией. Далее я хотел бы, товарищи, поздравить вас с наступающим всенародным праздником, днем выборов в Верховный Совет Советского Союза. Предстоящие выборы – это не просто выборы, товарищи. Это действительно всенародный праздник наших рабочих, наших крестьян, нашей интеллигенции. Никогда в мире еще не бывало таких свободных, действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда. История не знает другого такого примера. Дело идет не о том, что у нас будут выборы всеобщие, равные, тайные, прямые. Хотя уже это само по себе имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут проведены у нас как наиболее свободные и наиболее демократические в сравнении с выборами в любой другой стране в мире. Всеобщие выборы проходят, имеют место и в некоторых капиталистических странах, называемых демократическими. Но в какой обстановке там проходят выборы? В обстановке классовых столкновений, в обстановке классовой вражды, в обстановке давления на избирателей со стороны капиталистов, помещиков, банкиров и прочих акул капитализма. Нельзя назвать такие выборы, если даже они всеобщие, равные, прямые, тайные, вполне свободными и вполне демократическими выборами. У нас, в нашей стране, наоборот, выборы проходят совершенно в другой обстановке. У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало быть, и нет давления со стороны имущих классов на неимущих. У нас выборы проходят в обстановке сотрудничества рабочих и крестьян, в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы. Потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации. И некому, собственно, давить на народ для того, чтобы исказить его волю. Вот почему наши выборы являются только на базе того, что у нас социализм.
не просто строится, а уже вошел в быт, повседневную жизнь народа. Лет 10 тому назад можно было еще дискуссировать о том, можно ли у нас строить социализм или нельзя. Теперь это уж не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, который пронизает всю жизнь народа. На наших полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков. Руководят этими работами люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа. Вот на этой базе и возникли у нас новые, действительно свободные и действительно демократические выборы. Выборы, примера которых нет еще в истории человечества. Не бывало. Как же после этого не поздравить вас с Днем Всенародного торжества, Днем выборов в Верховный Совет Советского Союза. Дальше я хотел бы, товарищи, дать вам один совет. Совет кандидатов в депутаты своим избирателям. Если взять капиталистические страны, то там между депутатами и избирателями существуют некоторые своеобразные, я бы сказал, довольно странные отношения. Пока идут выборы, депутаты заигрывают с избирателями, лебезят перед ним, клянутся в верности, дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость депутатов от избирателей полная. Как только выборы состоялись, и кандидат превратился в депутат, отношения меняют в корне. Вместо зависимости депутатов от избирателей получается полная их независимость от народа. На протяжении 4 или 5 лет, то есть вплоть до новых выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, независимым от народа, от своих избирателей. Он может перекочевать из одного лагеря в другой. Он может свернуть с правильной дороги на неправильную. Он может даже запутаться в некоторых махинациях не совсем потребного характера. Он может кувыркаться как ему угодно. Он независим. Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем случае, товарищ. Это обстоятельство учла наша Конституция. И она провела закон, в силу которого избиратели имеют право досрочно отзывать своих депутатов, если они начинают финтить, если они сворачивают с дороги, если они забывают о своей зависимости от народа, от избирателей. Это замечательный закон, товарищ. Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланник, Верховный Совет. И он должен вести себя по линии, по которой ему дан наказ народом. Свернул с дороги. Избиратели имеют право. Избиратели имеют право потребовать назначения новых выборов. И депутата, свернувшего с дороги, прокатать на вороных. Это замечательная правда. Мой совет
Совет кандидатов в депутаты вам, избирателям, помнит об этом праве избирателя, о праве досрочного отзыва депутатов. Следить за своими депутатами, контролировать их. Если они вздумают свернуть в правильную дорогу, смахнуть их вслед, потребовать назначения новых выборов. Правительство обязано назначить. Мой совет помнит об этом законе и использовать его при случае. Наконец, еще один совет кандидатов в депутаты своим избирателям. Чего нужно вообще требовать от своих депутатов? Если взять из всех возможных требований наиболее элементарные требования. Избирать на высоте своих задач. Чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей. Чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа. Чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою, беспощадными врагам народа, каким был Ленин. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы она ни была. Чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как Ленин. Чтобы они были такими же мудрыми и неторопливыми при решении сложных вопросов. Им нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и всех минусов. Каким был Ленин. Чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин. Можно ли сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно такого рода деятелями? Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на свете. Всякие бывают деятели на свете. Есть люди, о которых не скажешь, что он такой. То ли хорош, то ли плох. То ли мужественен, то ли трусоват. То ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, семья не без урода. О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного и неоформленного типа,
довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Никто ничего не поймет, что за люди. Ни в городе Багдад, ни в селе Телефан. Об этих неопределенных людях и деятелях тоже довольно метко говорится у нас в народе. Так себе человек, ни рыба, ни мясо. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депутаты, я очень извиняюсь перед ними, и среди наших деятелей не имеется людей, которые уподобляются вот таким политическим обывателям, которые напоминают по своему характеру, по своей физиономии, о которых можно было бы сказать, люди неопределенные, никто не все. Действительно, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систематически на своих депутатов. И чтобы им внушали, что они должны иметь перед собой великий образ великого Ленина. И подражать ему во всем. Функции избирателей не кончаются выборами. Они продолжаются за весь период существования Верховного Совета, данного созыва. Я уже говорил о законе, дающим право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, если они сворачивают с правильной дороги. Стало быть, обязанность и право избирателей состоит в том, чтобы они все время держали под контролем своих депутатов. И чтобы они внушали им ни в коем случае не спускаться до уровня политических обывателей. Чтобы они, избиратели, внушали своим депутатам быть такими, каким был великий Ленин. Таков, товарищи, мой второй совет вам. Совет кандидатов в депутаты своим избирателям.